Четыре группы крови. O, A, B и AB. Их знает каждый школьник, но что за ними стоит, почти никто. Группа крови определяется антигенами на поверхности эритроцитов, белками и углеводами, которые иммунная система использует как метку «свой-чужой». Эти молекулы влияют на то, какими болезнями вы болеете, как реагируете на инфекции и даже как работает ваш кишечник. Сегодня только факты из рецензируемых исследований. Никакой астрологии, только молекулярная биология. Что твоя группа крови говорит о твоем здоровье? То, что действительно не пишут в справочниках. История открытия. До 1901 года переливание крови убивало чаще, чем спасало. Никто не понимал, почему одни пациенты выживают, а другие умирают. В 1901 году австрийский врач Карл Ланштейнер смешивал образцы крови разных людей и заметил: иногда клетки слипаются агглютинация. Это и были разные группы крови. Ланштейнер выделил три группы А, Б и С, которую позже переименовали в О-группу АБ. Открыли его ученики в 1902 году. В 1930 году Ланштейнер получил Нобелевскую премию спустя 29 лет после открытия. До открытия групп крови врачи пробовали переливать людям кровь собак, ягнят и телят. Выжившие были случайностью. Им случайно подобрали совместимую группу. Первое успешное переливание крови от человека к человеку провел Джеймс Блундл в 1818 году в пациентке с послеродовым кровотечением. Метод работал случайно. В 1940 году Ланштейнер и Александр Винер открыли резус-фактор-систему ARAH. 85% людей имеют его, 15% нет. Резус-фактор назван в честь макакрезусов. Их кровь использовали в экспериментах. Сегодня науке известно более 36 систем групп крови. А, Б, О – только одна из них, просто самая важная клинически. Международное общество трансфузиологии признало 43 антигена групп крови к 2022 году. Ген АБО находится на хромосоме 9, имеет 3 аллеля – А, Б и О аллелоу, рецессивный. Группа ОУ означает, что человек получил ОУ от обоих родителей. Самая распространенная группа в мире, первая ОУ, около 44% населения. Самая редкая, четвертая, АБ, около 4%. В Южной Корее группа B встречается у 30% населения. В Южной Америке среди коренных народов почти 100% носителей ОУ. Данные показывают, что группа Е была доминирующей у неандертальцев. Это установлено по анализу их древней НК. Распределение групп крови менялось под давлением эволюции. Разные патогены в разных регионах создавали разные оптимальные частоты. Группы крови и болезни. Самое важное, группа крови влияет на риск конкретных заболеваний. Это не корреляция в маленькой выборке, это мета-анализы на миллионов людей. Группа ОУ снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причина – более низкий уровень фактора Виллибранда, белка свертывания крови. Но та же пониженная свертываемость делает носителей ОУ более уязвимыми к кровотечениям при травмах и операциях. Группа Е повышает риск ишемической болезни сердца. Метаанализ 2012 года в журнале Arterée Sclerosis Thrombosis и НТВ Color Biology подтвердил эту связь. Рак поджелудочной железы значительно чаще встречаются у носителей А, Б и АБ, чем у носителей ОУ. Разница в риске около 40%. Рак желудка у носителей группы А и риск выше примерно на 20%. Механизм – различия в микробиоме желудка. Холера поражает носителей группы О. У тяжелее всего, токсин холерного вибриона связывается с антигенами группы О, У сильнее, чем с другими. Малярия – носители группы О, У более устойчивы к тяжелым формам Plasmodium falciparum. Именно поэтому в Западной Африке группа О, У встречается чаще. Это классический эволюционный баланс. То, что защищает от одной болезни, делает уязвимым к другой. Группы крови – компромисс, выработанные за тысячи лет. Хеликобектер пайлаурий – бактерия, вызывающая язвы желудка, чаще и агрессивнее колонизирует желудки носителей О. У риск язвенной болезни у них выше на 35%. Тромбоз и тромбоэмболии у носителей О.
У риск на 30 до 40% ниже, чем у носителей А, Б или АБ. Прямое следствие более низкого уровня факторов свертывания. Группа АБ ассоциируется с повышенным риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте. Исследование опубликовано в журнале Neurology в 2014 году. COVID-19. Крупные исследования от 2020 до 2021 годов показали, что носители группы ОУ заражались немного реже и переносили болезнь легче. Механизм антитела анти-А, который есть у носителей ОУ и Б, частично блокирует связывание вируса SARS-CoV-2 с рецепторами клеток. Диабет второго типа. Данные показывают повышенный риск у носителей А и АБ по сравнению с О, У и Б. Норовирус, вирус желудочного гриппа, атакует носителей ОУ особенно агрессивно. Он прикрепляется к антигенам H, которые у носителей ОУ наиболее выражены. Чума. Исторические данные предполагают, что черная смерть косила носителей ОУ реже. Возможно, именно поэтому после эпидемии Европи возрастал процент носителей ОУ. Группа крови влияет на микробиом кишечника. Антигены АБО присутствуют в слизистой кишечника и определяют, какие бактерии там приживаются. Исследование 2020 года в Nature показало, группа крови связана с уровнями белков крови, влияющих на воспаление и иммунный ответ, беременность и резус-конфликт. Если мать ОРЧ, а отец ОРЧ+, у плода может быть ОРЧ+. При повторной беременности организм матери атакуют эритроциты плода. Резус-конфликт убивал тысячи новорожденных до 1960-х. Сейчас его предотвращают одной инъекцией анти-ди-иммуноглобулина, одно из главных достижений трансфузиологии. Некоторые лекарства работают иначе у людей с разными группами крови. Это новая область фармакогеномики, пока исследовательская, а не клиническая практика. Важное ограничение – все эти связи – статистические риски, а не приговор. Образ жизни и генетика в целом влияют на здоровье несравнимо сильнее, чем группа крови. Группа ОУ и группа А. Группа ОУ самая древняя. По одной из гипотез, все Homo sapiens 60 тысяч лет назад имели группу ОУ, когда покидали Африку. Носители ОУ являются универсальными донорами эритроцитов. Их кровь используется при экстренных переливаниях, когда нет времени определять группу реципиента. Но универсальность частично миф. Плазма носителей ОУ содержит антитела НТА и НТБ, которые могут вызвать реакцию при переливании большого объема. Иммунная система носителей ОУ вырабатывает антитела против К и Б без контакта с чужой кровью из-за контакта с бактериями, имеющими похожие антигены. Язвенная болезнь у носителей ОУ встречается на 35% чаще, один из самых устойчивых результатов в IBOU-исследованиях, воспроизведенный в десятках работ. При тяжелых травмах носители ОУ теряют больше крови из-за сниженной свертываемости. Это учитывается в военной медицине при выборе протоколов гемостаза. Группа ОУ распределена неравномерно. В Южной Америке среди коренных народов до 100%, в Центральной Азии около 30%. Малярийное давление – одна из главных гипотез. Группа А и возникла позже, предположительно от 20 тысяч до 25 тысяч лет назад, когда люди начали земледелие. Новая диета и новые патогены требовали новой биологии. Антигена АИ – сложный углевод на поверхности эритроцитов. Иммунная система носителей Б и ОУ воспринимает его как чужеродный. ОСПА исторически была более летальна для носителей ОУ и БЕН. Носители АИ имели частичную защиту. Вирус ОСПА несет антиген, структурно похожий на АА. Это ОСПенное преимущество могло способствовать распространению группы А и Европе после эпидемии ОСПы и естественный отбор в реальном времени. Группа АИ чаще встречается в Западной Европе, в Скандинавии, от 40 до 45% населения. В Юго-Восточной Азии – около 22%. Носители АИ в среднем имеют более высокий базовый уровень кортизола, гормона стресса, показано в нескольких независимых исследованиях. Группа АИ – универсальный реципиент.
Иммунная система не атакует ни АА, ни Б-антигены. Подходит кровь от всех доноров. Группа АИ появилась позже всех. Предположительно, от 10 до 15 веков назад при смешении европейских народов с высокой частотой АИ и азиатских с высокой частотой БИ. Редкость, а и делает донорство плазмы особенно ценным. Плазма не содержит анти-АИ и анти-Би антител и подходит всем. Носители АИ имеют наиболее толерантную иммунную систему, настроенную на распознавание наибольшего числа антигенов как своих. Это снижает некоторые аутоиммунные риски. Но и противопухолевый надзор у АБ может быть менее жестким, частично объяснение ассоциации с некоторыми онкологическими рисками. Когнитивные нарушения и АБ. Исследование в Неурологе 2014 на выборке более 30 тысяч человек показало, носители АБ на 82% чаще имели проблемы с памятью в пожилом возрасте по сравнению с У. При трансплантации органов группы крови первый фильтр совместимости. АИБО несовместимость вызывает немедленное отторжение трансплантата. Долгое время АИБО несовместимость при трансплантации почки считалась абсолютным противопоказанием. Сейчас разработаны протоколы десенсибилизации. АИБО – гемолитическая болезнь новорожденных. Возникает, когда антитела матери атакуют эритроциты плода с другой группой. Обычно протекает легче – резус конфликта. Группа крови матери и плода не обязательно совпадает. Отец передает свои аллели, и ребенок может иметь группу, у которой нет ни у одного из родителей. Например, отец АБ и мать ОО могут иметь детей с группой АИ или БИ, но никак не ОО или АБ. Группа БИ и редкие группы крови. Группа БИ появилась предположительно 10 тысяч-15 тысяч лет назад в Центральной Азии. Вероятно, связана с распространением скотоводства. Антиген B структурно похож на антигены некоторых бактерий Центральной Азии. Носители БИ могли получить иммунное преимущество в этих условиях. Самая высокая концентрация носителей БИ в Индии и Пакистане – до 35–38%. В Западной Европе – около 8–9%. Это след исторических миграций. Гонория – Несерир гонорхуя – экспрессирует биподобные антигены. Это помогает ей прятаться от иммунной системы носителей БИ. Тромботические риски у носителей БИ умеренно выше, чем у ОО, но ниже, чем у А и АБ. Промежуточная позиция по всей шкале сердечно-сосудистых рисков. Группа крови влияет на эффективность вакцин. Иммунный ответ на некоторые вакцины статистически различается между носителями разных групп. Резус-фактор – отдельная система. В 85% людей ОРЭЧ, плюс 15% ОРЭЧ. ОРЭЧ – не болезнь, просто отсутствие диантигена на поверхности эритроцитов. ОРЭЧ, помимо АИБОУ и ОРЭЧ, существует более 30 систем групп крови. КЕЛ, ДОФИ, КИТ, МНС, Льюис и другие. Все они важны при переливании. Антиген КЕЛ – второй по клинической значимости после диантигена. Антикел-антитела вызывают тяжелую гемолитическую болезнь новорожденных. Система ДОФИ особенно. Антиген ДОФИ – рецептор, через который пластмодиум вивах проникает в эритроциты. Большинство жителей Западной Африки ДОФИ негативны и практически невосприимчивы к этому паразиту. Эта эволюционная адаптация, миллионы лет давления малярии привели к тому, что целые популяции потеряли антиген, ставший точкой входа для паразита. Бомбейский фенотип, группа HH, открыта в 1952 году в Мумбаи. Носители не имеют антигена H, который является молекулярно основой для всех стандартных групп. Носители бомбейского фенотипа вырабатывают антитела против FH. Им нельзя переливать кровь ни одной стандартной группы, только другого носителя HH. В мире насчитывается около 40 известных носителей бомбейского фенотипа. Некоторые создали частные донорские сети на случай экстренных переливаний. Золотая кровь, группа РНОЛ, полное отсутствие всех HH-антигенов. Известно около 50 человек в мире с такой группой. РНОЛ – универсальный донор для людей с редкими HH-отрицательными фенотипами.
Эта кровь буквально бесценна в мировой медицине, но носители РНО-Л сами в критической ситуации. Им подходит только кровь другого носителя РНО-Л или заранее сданной собственной. Редкие группы крови создают глобальные сети доноров. Организации в 50 странах ведут реестры носителей редких фенотипов, согласившихся сдавать кровь по международному запросу. Группа крови может меняться. Это медицинский факт. Трансплантация костного мозга полностью меняет группу крови реципиента на группу донора. Известны случаи временного изменения группы крови при онкологических заболеваниях. Опухоли могут подавлять экспрессию антигенов. Химеризм – человек с двумя набором МЕТНК. Результат слияния двух хамбрионов может иметь разные группы крови в разных тканях тела. Приобретенный би-антиген. При некоторых кишечных инфекциях бактериальные ферменты модифицируют антиген и так, что он начинает выглядеть как би-явление. Временные. Судебная медицина использовала группу крови как доказательство до эпохи ДНК-тестирования. Группа крови могла как обвинить, так и снять обвинение. Антропология. Распределение групп крови помогает восстанавливать пути миграции. Высокая частота биевазии и снижение к западам питания – японский феномен будущее. Диета по группе крови – идея доктора Питера Д. Адама из книги 1996 года. Книга продана в 7 миллионов экземпляров на 60 языках. Д. Адама утверждал ОУ – охотники, которым нужна мясо, А – земледельцы для вегетарианства, Б – кочевники с молочной диетой, А, Б – смешанный тип. Научная проверка. Масштабное исследование 2013 года в PLOS ONE проверило 1455 человек и нашло нулевой статистически значимый эффект диеты по группе крови. Систематический обзор 2013 года в американском журнале клинического питания заключил: нет доказательств пользы диеты по группе крови. Почему люди сообщают об улучшении? Все 4 диеты Д. Адама предполагают отказ от переработанной еды и сахара. Это само по себе улучшает самочувствие, но реальная биологическая связь существует. Антигены А, Б, О присутствуют в слизистой кишечника и действительно влияют на состав микробиома. Носители ОУ и носители А имеют статистически разный состав кишечных бактерий, но это не означает, что им нужна принципиально разная диета. Лектины, белки в растительной пище, теоретически могут взаимодействовать с антигенами А, Б, О. Но большинство лектинов разрушается при термической обработке. В Японии кэцойки гата, типология личности по группе крови, серьезная часть культуры. Работодатели спрашивают группу крови на собеседованиях. Японская система А – педантичные и тревожные. Б – творческие, но эгоистичные. О – лидеры, но упрямые. А, Б – рационалисты, но непредсказуемые. Это бурета – дискриминация по группе крови. В 2011 году японские компании получали публичные иски, отказав в приеме на работу по этому признаку. Научная база феномена нулевая. Исследование 2014 года на 10 тысяч японцах не нашло никакой значимой связи между группой крови и чертами личности. Группа крови и спортивные достижения – никаких подтвержденных связей нет. Предположение о типах телосложения по группе крови – популярный миф. Однако теоретически возможна косвенная связь. Свертываемость и воспалительный ответ, на который влияют ЭБО, могут воздействовать на восстановление после нагрузок. Кровь ORH дефицитна во всех банках крови мира. Сдавать кровь с этой группой значит быть универсальным донором для экстренных случаев. Плазма АБ – универсальный донор для плазмы. Ее не хватает так же, как ОУАРЭЕЧ для эритроцитов. 2 вида золотой крови для разных компонентов. В 2019 году в Nature мич-робиологи опубликовали открытие. Бактерии кишечника производят ферменты, способные конвертировать кровь типа АИ в универсальный OURH. Исследователи из Копенгагена нашли фермент. Генетическое тестирование все чаще включает ЭБОУ статус как часть полигенных риск-профилей в сочетании с другими генетическими данными. Персонализированная медицина будущего будет учитывать группу крови при назначении некоторых лекарств и оценке хирургических рисков. Некоторые клиники уже рекомендуют носителям ОУУ корректировать дозы антикоагулянтов в определенных состояниях. Первый шаг – ЭБОУ персонализированной фармакологии.
Один практический совет из всего сказанного – знать свою группу крови и резус-фактор – минимальная медицинская грамотность, которая в экстренной ситуации может спасти жизнь. Группа крови не определяет характер, диету или судьбу. Группа крови связана с реакцией на стресс. Носители ОУУ медленнее выводят адреналин после стрессовых ситуаций по сравнению с другими группами. Некоторые исследования показывают, что носители АБО реже страдают от аллергических реакций. Их иммунная система настроена на меньшую реактивность к внешним антигенам. Группа крови и долголетие. Ни одно масштабное исследование не показало разницы в средней продолжительности жизни между группами. Образ жизни перевешивает. Химический состав слюны, желудочного сока и слизистых различается у носителей разных групп. Это объясняет часть различия в микробиоме и восприимчивости к инфекциям. 4 группы крови, 4 эволюционных ответа на 4 разных мира с разными болезнями и разной едой. Ни одна группа не является лучшей или худшей. Каждая — компромисс, защита от одного в обмен на уязвимость в другому. Знать свою группу крови важно, но не переоценивать ее значение. Образ жизни влияет на здоровье несравнимо сильнее. 4 буквы на медицинской карте — не гороскоп. Это молекулярность лет эволюции, которая происходила миллионы лет до вашего рождения. И если хотите сделать что-то конкретное с этим знанием, сдайте кровь. Особенно если у вас O-Rage. Она нужна прямо сейчас.